стой! Ты тут не прав, Сергей. Ты думаешь, это бесплатно? Плати. Дай сюда. Все, больше не хватает. Таки шалом, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и у нас на обзоре сегодня новейший рацион питания армии Израиля. И у вас прямо сейчас есть возможность бесплатно поставить лайк. А еще бонусом, это важно, подписаться на канал, тоже на халяву. Этот паёк прислал мне мой давний подписчик Роман, который служил в армии Израиля, но об этом поподробнее. Если коротко, то в конце 2020 года Рома мне уже присылал свой самодельный паёк Израиля, потому что в армии у них до сих пор с этим проблема. Как мы знаем, вместо пайка солдаты получают вот такие коробки с консервными банками. Да, еда там качественная, отборная, но все же отдельный рацион питания — это не просто тяжелая коробка с банками. И Роман, как служивый, еще тогда задумался о создании пайка для поддержки своих пацанов. Собственно, мы его тогда и пробовали. Но прошло время, и Роман не просто создал новую версию пайка, а официально зарегистрировал в Израиле бренд Мамаль. Это то же самое, что МРЕ у американцев. Изучил множество пайков мира, 2 года потратил на подбор меню и разработку дизайна. И вот теперь, с пылу с жару, я держу в руках первую и единственную версию в России пайка Израиля образца 2025 года. И по традиции давайте начнем с упаковки. Она у нас полупрозрачная, полиэтиленовая, очень надежная, то есть это не дешевая какая-то хрень полиэтиленовая. На передней стороне бросается в глаза логотип Романа, который он сам нарисовал. Также на иврите написано, что это МРЕ и меню номер 1. Также написано, что 8 плюс 4 часа. Получается всего-навсего на 12 часов. Он не суточный и не разовый. Мне нужно больше. На задней стороне пакета также распечатана вся полезная информация, то бишь человек запарился. Я напомню, что это самодельный паёк. И самое интересное и необычное для таких пайков — это вот такая придумка лично Романа. Нахрена она здесь? И поскольку Роман знает, что я собираю всякие шевроны, липучки, он мне прислал вот такую огромную липучку. Причем интересно, если вот так переводить, то написано C4, а если вот так по-правильному, то написано МРЕ. Вернемся к пайку. ИРП состоит из нескольких вакуумных пакетов с ништяками. Вот этот набор пакетов рассчитан на 8 часов. Здесь основные блюда, тарелка с мелочью, пакетик с напитками, еще один пакетик с мелочью и беспламенный разогреватель. А вот эти 2 пакета рассчитаны уже на 4 часа суровых, или экстремальных условий. В одном из них находится всяческая гигиена, таблетки для обеззараживания воды и пакет для мусора. А в другом быстрый перекус для срочного восполнения калорий и глюкозы. Ребят, поскольку мы снимаем ролики на природе, то мне нужен очень надежный телефон, который выдержит любые температурные испытания и досадные падения. И я такой нашел. Realme C75. Это настоящий спец по выживанию, ударопрочный и водостойкий. Я его не просто так достал изо льда. И поверьте, он там находился не 5 минут. Смартфон переживет погружение в кипяток и даже струи воды под давлением. Все благодаря технологии защиты Armor Shell и стеклу Armor Shell Glass. Перейдем от слов к делу. Смотрите сами, как эпично я роняю C75. И еще раз, и еще раз. Надеюсь, это не заложник. Кто понял отсылку, пишите в комментариях. Все в порядке, смартфон как новый, вообще не царапины. А теперь давайте устроим ему настоящий дайвинг. Я беру смартфон и опускаю его в кипяток. Жду, жду, еще жду. И вытаскиваю. Отлично, никаких проблем, как будто бы ничего и не было. Дождь, лужа и горячий чай этому хлопцу точно не помеха. А еще здесь батареи почти на 6000 мА. Гаджет не придется ставить на зарядку прям каждую ночь. Но когда дело все-таки дойдет до этого, в комплекте идет быстрая зарядка на 45 Вт. Заряжается C75 весьма шустро. И отдельное спасибо динамикам Ultra Boom. Они обеспечивают чистый и громкий звук. Мои уши были приятно удивлены. Залетайте по ссылке в описании и приобретайте Realme C75. Смартфон для тех, кто ценит надежность. Если все это добро распаковать, то мы получаем вот это. С первого взгляда вроде интересно, разнообразно и классно, но сначала похвалю.
основные блюда. Вот они, в этом углу. Это хорошо, даже есть тарелка. Также есть американский беспламенный разогреватель. Сейчас он в данный момент под вопросом, сработает ли, потому что у нас -8, но для Израиля это не проблема. Также приятно видеть всю эту разноцветную мелочевку. Огромное количество напитков, это чай и кофе, естественно. Даже есть супец и куча вот этих вот каких-то палок, что-то съедобное, несъедобное. Сейчас мы совсем будем разбираться. Есть зубочистки, причем 2 деревянные и пластиковые. Выглядят они вот так, необычно. Я первый раз такие вижу, даже с нитью. Кстати, о гигиене. 11, вот сейчас, 11 салфеток. Разных, влажные, сухие, неважно. 11! Вот целая пачка всего. Вот иди и путешествуй. Так, пол стола освободилось. Далее. Понимаете, да? Я не понимаю. 3 пакета с солью и перцем. Вот 1, 2, 3. Рома любит со стринкой. Кстати, об остринке. Здесь есть то, чего нет ни в одном пайке мира. Это я заявляю официально. Это тампон. Потому что в армии Израиля служат женщины. И Рома подумал, что надо о них подумать. Об них-то он подумал, обо мне кто будет думать? Тут еды нет. Смех смехом, но тампон-то очень важная вещь. Его кладут в некоторые наборы выживания. Отрываем кусочек от тампона, немного увеличиваем его в объеме и поджигаем. В итоге получилось все с первого раза, он горит гораздо лучше, чем любая вата, и теперь я всегда буду брать с собой тампоны в лес. Так, о женщинах вспомнили, время подумать о нас, о мужиках. Дело в том, что в комплекте находится вот такая маленькая баночка. Если ее открыть, взять специальную ложку деревянную, которая именно для этого и подходит, вот так немного черпнуть и попробовать. Ну не то. Чувствуется, что калорий здесь нет. Безвкусная немного химическая масса под названием вазелин. Вы ничего не подумайте. Это специально для губ. Климат там сухой, губы трескаются, и солдаты это действительно используют как смазку для губ, чтобы нет, чтобы они не трескались. Я тоже использую, у нас тоже сейчас сухо. Влажность 98%, сухо у него. Тихо. Так. Насчет столовых приборов. Роман знал, кому отсылает паёк, поэтому здесь их 3. Одна деревянная маленькая для напитков и 2 вилка-ложки. Причем одна противосолидная. Я ее все равно сломал. Сука, она... я и в другую сторону-то. Твою мать, точно. Прости, Ром. Но ничего, у нас есть вон какая. Упругенькая, слушай. Срочно во все пайки мира вот именно этот образец. Очень толстая, надежная вилка-ложка. Вот все, даже не выкину. Насчет остального давайте разберемся по ходу. Переходим к трапезе. К сожалению, в американский разогреватель сия баночка влезает, как я в свой костюм, без запаса. Мы, как всегда, залили воды и зависли в ожидании. Короче, ребят, прошло полчаса, он не работает вообще. Я его за пазухой держал. Сам замерз уже давно, а он никакой. Американский, американский, что с него взять? Подними. Не мусори в лесу. И поскольку американские разогреватели отказываются работать у нас в России, мы используем наш газ и водяную баню. Сам бы туда залез, если бы влез. Я удивлен, потому что это настолько смачно выглядит, как будто бы это не сухой паёк, а вот реально в ресторан пришел и тебе вот такие тарелочки выносят. Это по-домашнему выглядит, черт возьми. Даже супчик здесь, я думал, это простой бульон. Нет, обратите внимание, там есть все. Макарошки, специи, какие-то гренки. И самое главное, это цвет, который так и шепчет мне в ухо. Давай попробуй меня, почему нет, ты еще не здесь. Погнали. Ой. Мне только пить. Здесь ощущение и рассольника, и борща одновременно. Огромное количество томатов. Это прям лезет, настолько насыщенно. Аж дыхание спирает. Ну, конечно. Все, ставлю 7. 3 балла снял за то, что вот в эту упаковку можно засунуть гораздо больше макарон. И было бы все плотничком.
Конечно, не останавливаемся, двигаемся дальше. Второе блюдо тоже богатое. Тунец с бобами и кукурузой и чечевичный гарнир. Очень презентабельное блюдо. Все жирненькое, маслянистенькое. Обратите внимание на чечевичку, как она приготовлена. Это же, простая чечевица, это как у нас горох. Но приготовлена прям с любовью. Чего тут только нет. Лучок, перчик, кабачок, баклажан, масло подсолнечное, гранатовый сироп, зеленый перец. Даже есть апельсиновый сок, яблочный сок, лук, базилик, петрушка, соль, орегано и бальзамический уксус. Вы представляете, насколько оно сложное по составу? Давайте с него и начнем. Ну-ка. Это не вкус, это вспышки сверхновой в голове. Потому что мозг сходит с ума. А если все это еще и соединить с рыбой, которая тоже выглядит очень презентабельно, обратите внимание на текстуру. Наисвежайший тунец вместе с бобами. И бобы тоже крупные, отборные, красные. Вот так сейчас все перемешаем. И погнали. Как инсульта нет. Вот это блюдо можно смело подавать в ресторанах. Никто даже не подумает, что оно было когда-то консервировано. И сроки годности до 27 года. Итак, потом вот отсюда опять. Опять отсюда. Вот такой вертолет. Послевкусие особенное. Приятное, перченое, немножечко с кислинкой, потому что бальзамический уксус, я прям ощущаю его, он такой необычный. И гранатовый сок тоже ощущается где-то на подкорочке там. Вот он появляется, а потом уходит, а потом опять вот так. И опять взрыв. И пошло-поехало повторно. Десятка. Двигаемся дальше. Израильские сухарики. Выглядят они очень заманчиво, потому что крайне тонкие, очень легко ломаются. Но главное здесь не это, а вот такой паштетик розового цвета, выдавливается замечательно, имеет приятную однородную структурку и пахнет как детский говяжий паштет. Вот очень приятненько, так сладенько, с намеками мяса. Давайте попробуем. Вкус такой, что говорить не можешь. Тебя просто сковывает всего. Но не говядина. Рыба. Тунец. Причем как будто бы с примесью какого-то майонеза. Мягко, очень мягко. Но заходит, я вам скажу. Отлично. О. Погнали. И два. Это домой. Очень классный питательный паштет, удобная упаковка. Порой не хватает такого же у нас, потому что чаще всего мы кладем в тубах сгущенное молоко. Где паштет? Или же космическая отрасль. Да? Да все А ты ничего не попутала, родной? По баллам, естественно, десятка. Так, ребят, как вы видите, передо мной, ну и перед вами вкусняшки. Сейчас посмотрим, чем мои мышцы будут насыщаться. То, что ближе стоит, то и возьмем. Энергетический батончик. Выглядит он привычно, в принципе, ничего такого необычного нет. Беленький, внутри есть орешки, симпатичная структура, только очень жесткий. И склизкий. Погнали. Такая противная. Оно вроде полезное для здоровья, типа спортивное. И в то же время и сладкое, и там и сахара много, и калорий лишних много, и так далее, и так далее. Либо они маскируют так аккуратно вот эту дичь, что оно ни рыба, ни мясо. 5 из 10, не больше. Ты на батончиках так разбарабанил? Причем тут барабан? Поэтому мы двигаемся дальше. Следующий энергетический гель. Вот он даже выглядит, смотрите, как мед. А я мед, не очень. Вначале ты ощущаешь ничего. Просто липкая структура с намеком на персик. Очень тебя напоминает. Хватит надо мной издеваться, блядь! Убежал аж.
Даже непонятно, оно сладкое вообще или нет. А потом уже кислинка отдает. И как будто соленое. Короче, они изотоник сюда пихнули, я так понимаю, да? И типа ты такой энергичный, сразу у тебя водный баланс восстанавливается, да? Ну ладно. Хорошего по чуть-чуть. Чем руки-то помыть? Вот почему здесь столько салфеток. Ну и чё? В общем, Роман, судя по всему, знал и был уверен в том, что произойдет такая липкая ситуация. И поэтому в комплекте в этом пайке есть вот такая маленькая штучка. Знаете, что это такое? Мыло. Вот такие пластинки замечательные, очень тонкие. Мне кажется, даже тоньше, чем человеческий волос. В принципе, удобно. Кладешь вот пару штук, водичкой брызгаешь. И, ой, пошло. Блин, а пахнет мятой, ребят. Алло. Блядь. Слышь, оно липкое, Серег. Смотри. Это для свежести дыхания, как аналог жвачки, только вот не надо ничего жевать. И коль пошла такая тема, в комплект также входит вот такая вещь. Называется орбитол. Это, по моим скромным догадкам, точно не могу сказать, но скорее всего это либо зубная паста, либо что-то такое очень горькое. Прям как спиртовое. Сумасшедший вкус мяты. Я даже десен уже не чувствую. Тут внутри жидкость. Возможно, это для полоскания рта после еды. Скорее всего, кстати. Вместе с водой. Да. И на такую свежесть сверху пойдет замечательный мед. Правда, его очень мало. Вот как будто бы не доложили. Целиком. Обожаю. Это мед я не особо люблю. Это хороший мед. Его делают правильные пчелы. Естественно, такую вкусняшку только с чаем, который выглядит тоже необычно, дорого-богато. Обратите внимание на этот мешочек. Погнали. О. За долгое время пью настоящий черный чай. Вот какой он должен быть. Почти что как у англичан. Следующая необычная вкусняшка – пастила. Ну, казалось бы, из яблок у нас делают все, что угодно. Арбузная. Я такой вообще ни разу не видел. Рвем. Оно не рвется. Оно скользит. Ну-ка. Целиком. Тоже рука скользит, когда с тобой здороваюсь. А он что, из кожуры, что ли? А чем оно отличается от яблочного? Погоди, если бы была еще одна, я бы, может, что сказал. Кисло-сладкий привкус, и все. Он прям растворяется у тебя на языке, ты даже не успел ничего понять. Надо еще. Поэтому по баллам ставлю 7. Далее идет израильская компактная малюсенькая шоколадка. Выглядит тоже непривычно. Такого у нас, по-моему, не продается, но, по крайней мере, я не видел. Немного с белым оттенком, но это от того, что, наверное, мороз. Погнали. Она хотя бы жуется. Я так скажу, шоколадом меня не удивить. Хороший, качественный, темный, более-менее сладкий еще шоколад, который надо запить хорошим кофе. У нас такой есть. Пожалуй, самый темный и насыщенный по цвету, который я когда-либо видел. А самое главное, ребят, это запах. Это не то дешевое кофе, которое продается в пакетиках, знаете, там кофейный запах. Вот, знаете, о чем я говорю. Это из турки. Прям мужской такой, насыщенный, немного горелый, который тебя пробуждает буквально от того, что ты его нюхаешь. Погнали. О. Зерна. Охренеть. Я такой пил только из дорогущих кофемашин где-нибудь в ресторанах, а тут вот оно. Я сюда даже не добавлял сахара. Его можно пить так. Он не горчит. И сразу давление повышается. Голова болит. Так, идите сюда поближе, мои хорошие. Прилипли уже там, да? Свеженький, тепленький. Ну, прям я радуюсь сегодня вкусняшками. Обратите внимание, мишки, детские, разноцветные мишки.
Вообще-то армия — это очень серьезная структура, которая делает из пацанов мужиков. Какие нахер мишки? Ну, они такие прикольные. Погнали. Побольше бы их, вот чтобы он сидел вот такой вот. А то я даже вот тут уже зрение не то. Я в этом ничего уже не понимаю. Ай, они ни хрена не жуются, но зато очень легко глотаются, поэтому как таблетки зашибись. У нас в 90-х такого не было, поймите правильно. Мы ели вот что, жвачку. Вот за это, ребят, в детстве можно было влезть запросто в драку. У меня постоянно отнимали такие. Это даже не жвачка, это просто резина, которую можно уже приклеивать к колесу велосипеда вместо заплатки. Вот пока это можно сейчас домой ехать, там только рассосать ее. Не. Но зато она дарит приятные воспоминания. Тут даже вкладыш есть такой же, как у нас был в 90-х, с каким-то приколом. Я, правда, не знаю, что написано. Кто знает, напишите, пожалуйста. Приятно здесь то, что я ее проглотил. И завершающая вкусняшка, вот такая скромная конфетулина, бесцветная. Можно сказать, белая. Погнали. Она не жуется. Ее как камень надо 2 часа сосать. Ничего в ней такого необычного. У нас то же самое продается. Кисло-сладкий вкус, не более того. Теперь напитки. Остался у нас вот такой кофе. Более, я так понимаю, дешевый. Потому что порошка здесь, по сути, почти не было. Погнали. Вот узнаю дичь. Это дичь? Дичь. Да, бодрит. 3 из 10. Тот был гораздо круче, несравнимо. Ну и на ход ноги, чтобы дойти до метро, еще один энергетический напиток, который называется Труи Лимон. Самое необычное — это цвет, ни хрена не лимонный. Погнали. Ой-ой-ой. В это страшно поверить, но напоминает больше всего трафлю. Вот с этими вкусовыми добавками. Вот. Подожди. Это... Причем я чувствую, что сквозь вот этот химозный, сладкий, немного кислый, ягодный привкус сюда добавили какую-то такую горькую дичь, которая меня почему-то заводит. И она энергетически на меня действует. Я серьезно говорю. Заходит, ребят. 10. Переходим к вердикту. Так, отлично. Ну чё, старичок-жировичок, тебе помочь-то хоть подняться? Ты... Чё там? Сова? Иди сюда, сука! Ты меня целый день доводишь до этого! Было полдня всего. Иди сюда! Ну а сейчас традиционный вердикт. Начну с хорошего. Во-первых, спасибо большое Роме за такую заинтересованность в теме пайков и за такой крутой подгон. Во-вторых, видно, что он очень старался, подсчитал калории, белки, желтки, углеводы. Пища очень качественная, разнообразная и сбалансированная. Тут вопросов вообще нет. В-третьих, отличная упаковка. Вообще всего. Он даже завернул все в вакуум. Автономность тоже зачет. Таблетки для обеззараживания воды, тарелка, пакет для мусора, специи, разогреватель, салфетки, зубочистки, жвачка. Ну все есть. Теперь минусы. Во-первых, очень много всякой ненужной мелочевки. Причем я не понимаю, зачем такая фасовка по пакетам. Ну создай ты один пакет для гигиены, где будут только салфетки, зубочистки и все, что есть не нужно. Второй пакет с напитками и вкусняшками, а третий, если на то пошло, с основным блюдом. Все, ничего дробить не надо. Представь, чтобы было бы со мной на природе без стола. На нем же можно удобно все разложить. Да я бы в этих пакетах запутался бы. Также сама идея 8 часов плюс 4 часа весьма спорна. Велосипед мы с тобой все равно не придумаем, поэтому лучше так.
Один паёк на 8 часов, типа аналог МРЕ, а второй отдельный паёк, просто как быстрый перекус, который как раз таки выйдет на 4 часа. Причем тот, который поменьше, должен быть уже с готовыми блюдами, он же для экстремальных условий. Пример китайцы, они сначала сделали вот так, а потом вообще изобрели микропаёк. Да, там сухомятка, это тоже спорно, но его не нужно готовить, а у тебя там внезапно суп. Его место в основном пайке. Далее, тампон и мазь для губ. Конечно, хороший прикол, но их место в аптечке, иначе пайки будут стоить неадекватно дорого. В общем, паёк в идеале должен быть такой, чтобы его боец мог употребить в любых условиях, особо не копаясь в пакетах с мелочью. А в целом, очень даже не дурно. Еще раз спасибо за подгон. Ребят, я подчеркиваю, этот ИРП разработал и создал один человек. Причем он старался сделать его кошерным. И это не просто отборные или качественные продукты. Прежде всего, это каноны из Библии. Причем заморачиваются люди настолько, что некоторые продукты не должны лежать в одном пакете. Например, шоколад, как молокосодержащий продукт, не может находиться с мясом в одном пакетике. Именно по этой причине трудно сделать суточный паёк Израиля. Вот, как-то так. Ребят, на этом пока что все. Всем спасибо за просмотры. Таки не забывайте про лайки, про подписку на канал. А особая благодарочка тем, кто подписывается и поддерживает канал на Бусти. Там ролики выходят чуть раньше, и они без рекламы. Спасибо, что вы с нами. На этом пока что все. Всем удачки, всем пока.